Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. И вы на моем канале «Счастье в нас самих». Сегодня, как и каждый день, карты скачут. Значит, готовы рассказывать. Сегодня, как и каждый день, давайте посмотрим, что же советует Таро на завтра. И что может произойти, какое состояние. Все, что карты решат рассказать. Ну что, поехали. Первое, что могу сказать, какие-то события из прошлого волнуют вас очень давно. И люди из прошлого, которые связаны с этими событиями, это мужчина, скорее всего, появится в этот день и даст о себе знать, и, соответственно, захочет или встречи, или разговора. Смотрите, потому как именно в данном контексте, в данном раскладе расположен этот рыцарь, он к вам с душой, он к вам с миром. Даже если в прошлом произошло что-то, что привело или к разрыву, или к ссоре, и это не обязательно партнер. Я имею в виду для девочек бывший муж, бывший возлюбленный, бывший бойфренд. Нет. Это может быть знакомый, друг, коллега, это кто угодно из этого, но не родственник, не кровное родство. И, соответственно, может быть, помощь понадобилась. Разные причины могут быть, почему человек вдруг появился. Это действительно, если уж действительно так глубоко копать, это уже нужна личная консультация, на которой это можно рассмотреть. Кстати, еще как может проиграться эта карта, что какой-то прошлый опыт всплывет ввиду определенной ситуации, которая вам напомнит о чем-то. Используйте этот опыт, чтобы не наступить на те же грабли и, соответственно, разрешить ситуацию в свою пользу. Давайте посмотрим, что же еще советуют на завтра карты. И действовать. Вы знаете, если даже что-то произойдет, что не совсем вам понравится, в ваших руках, в ваших действиях есть выход из этого. Если вы остановитесь и будете причитать: ой, опять происходит что-то похожее, ой, это уже было, я же договорил, это как люди иногда, я говорил, что так будет. Во-первых, никого не слушайте, если это кто-то вам скажет, потому что такое тоже может быть. А просто вперед и только вперед, без оглядки назад. Поблагодарите прошлый опыт, и если все-таки, знаете, как какая-то загвоздка в связи с тем, что вы будете анализировать похожий опыт из прошлого, найдите там что-то, что поможет вам. Там точно это есть. А по тузу мечей я могу сказать, что тут надо меньше анализа и больше действий. Излишне анализируя то, что будет происходить, вы только будете себя откидывать назад от решения задачи, от продвижения вперед. Поэтому тут меньше анализа и больше действий. И, конечно, в этот день может произойти что-то, что вас очень удивит. А связано это будет тоже с кем-то или с чем-то из прошлого. И еще один совет. Карта говорит: опять действовать, убрать неуверенность в себе. Эта карта, это принцесса жезлов, и иногда она представляет собой тут я ее не рассматриваю как карту двора, потому что не вижу никаких именно встреч с таким человеком, потому что это принцесса, хотя это пажа, это может быть и мужчина, и женщина, но здесь я говорю, что мешает вам
И из прошлого мешает именно неуверенность в себе. Из прошлых опытов вы не почему-то, вот у меня всегда выходит это слово почему-то, я-то знаю почему. Из прошлых опытов вы, из того, что происходило в прошлом, вы не вынесли опыт. И вы не отпустили ситуацию, соответственно, сегодня, когда что-то происходит не совсем по вашему плану, это вызывает в вас неуверенность. Уберите неуверенность, и я хочу сказать, перестанут мучить воспоминания прошлого, особенно неприглядные воспоминания.